Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад. Неделя с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карту. И у нас сегодня колода метафорических карт, 78 дверей. Какие двери будут открыты, закрыты? Ключевое значение именно двери. Или как нам подобрать к ним ключи? Вот и узнаем, что же для вас откроется словно или будет как зеленый свет. Решите или иные вопросы, а может быть куда-то и не торопиться, мои дорогие, запросто могу такое предположить. Планетарно вообще, Венера в Скорпионе, время уделить внимание личной жизни. Хотя это время важных разговоров, глубоких разговоров, с чем-то определиться, расставить приоритеты. А еще через неделю нас ждет новолуние в Стрельце, и мы словно будем избавляться от пессимизма все дружно. Итак, что важно знать? Давайте узнаем. Какие двери будут открыты, или какие возможности, ваши приоритеты или настроения. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что будет помогать? А что скрыто? И мы достанем по основным сферам жизни тоже карты. Посмотрим энергетику, возможности. На неделю дела, работа, бизнес. Денежная энергия. И в личной жизни. Итак, и по этой карте, и как взаимоотношения в вашей семье, в вашей паре, даже если вы встречаетесь какое-то время, тоже, значит, вам захочется уделить внимание своему партнеру или своей подруге или другу. Это есть еще карта ожидания, мои дорогие, когда мы не торопимся. Нам русал показан, дверей закрытых нет, но есть как будто неторопливость, которая вот вам не свойственна. Ну, может быть, какая-то ваша личная история, в которой вы хотите разобраться, правда? Может быть, и есть на повестке дня какой-то важный разговор, который необходимо совершить, прежде чем я определюсь. Или наоборот, проговорить какую-то тему для того, чтобы расставить точки над «и». Хотя сама по себе карта, если мы оглянемся на другое значение или другие колоды, это вопросы как и финансов, так и личной жизни на повестке дня. Что важно знать, вам придется где-то переключаться с вопросов зарабатывания денег или вашей профессиональной деятельности, трудовой деятельности, может быть, бизнеса, на вопросы личной жизни. Но все стабильно, все планомерно, в каких-то, знаете, гармоничных энергиях, мои дорогие. И главное, нет спешки никакой. Неожиданности давайте мы посмотрим. В неожиданностях это мы можем что-то начать анализировать. Вам не совсем это свойственно, но какие-то воспоминания могут прийти по королеве мечей именно в этой колоде. Как будто нет той конкретики, которая нам может казаться, кстати. Или вы можете сожалеть о том, что какие-то отношения не продолжаются. Или о том, что какая-то история, она как будто закончилась, личная. И вполне вероятно, с учетом короля кубков, для кого-то из вас захочется возобновить отношения, примириться с кем-то, проговорить, может быть. Потому что по королеве мечей в этой колоде, посмотрите, дверей как таковых нет, ничего не мешает. Нам показана женщина, которая себя вспоминает в молодости. Как хорошо было прежде. Вот для вас в неожиданностях какое-то воспоминание, когда вам захочется его продолжить. Это будет касаться, скорее всего, личной жизни, все же с учетом, опять же, короля кубков. А для кого-то из вас это такой анализ может быть и по работе, или по какой-то вашей деятельности трудовой. И может быть в неожиданностях, как сожаление, ма, чего ж я поторопился. И вот такое тоже может быть. Но сказать, что есть какие-то неожиданности, которые вам конкретно мешают, из разряда ситуации необратимой силы, как будто такого нет, у вас все под контролем. Чему сейчас не время? По девятке жезлов, знаете, уходить в какую-то оборону, словно вокруг себя создавать крепость какую-то. Или не время тому, чтобы планировать что-либо на длительный период времени. По этой карте нам обещают перемены. И нет, с одной стороны, ничего, чтобы нам конкретно помешало. Ну, может быть, вот какая-то история или какой-то нерешенный вопрос, когда не хватает духу, или с другой стороны у вас духа-то как раз хватает, но, знаете, ощущение, что
я был прав или была права. И я теперь не могу наступить на горло собственной песни и какой-то разговор как будто начать, проговорить, но очень есть большое глубокое сожаление, что какая-то история, как раз я не сумела или не сумела договориться, или в чем-то поспешила, или поспешил, или как-то, ну, не те приоритеты взяли, и вот теперь, анализируя уже прошлое, надо было поступить как-то по-другому. Знаете, все же не время, мы будем говорить, по девятке жезлов вам как какую-то конфронтацию устраивать. Или не время, словно, знаете, ну как закрываться от мира, быть в изоляции. Вот этому всему не время. Не строить дополнительных барьеров для общения, мои дорогие. Для вас это будет важно. Правда? Эта неделя Венера, когда у нас в Скорпионе, мы сможем многие вопросы, которые были в какой-то двойственности, вот здесь мы с чем-то можем определиться окончательно. Не надо будет додумывать, и не надо будет вот эту, ну, вымышленную даже оборону строить, закрываться как будто от мира. Здесь нужно что-то определиться, что-то нужно решить, и тогда приятные эмоции для вас обеспечены. Давайте посмотрим, что же будет помогать. Колесо фортуны. Ну, тут, наверное, Вселенная, все-таки это старший аркан. И колесо фортуны – это сами по себе неожиданности. Это те неожиданности, которые больше из разряда приятности. Вот, может быть, у вас сложится такая обстановка, как совершить важный разговор. Какую-то тему вынести на поверхность, обсудить. Не додумывать самому или самой, а именно, глядя в глаза собеседнику, проговорить и понимать, как человек на это реагирует. Вот тут самое главное – лишних мыслей. Глубокой философии не должно быть. Иначе тогда мы неизбежно вот в какую-то оборону и уходим по девятке жезлов. Мы как бы ограждаем себя от мира, от общения, от решения каких-то вопросов. И мы больше такие настороженно колючие становимся. Потому что, ну, иногда бывает, что это очень важно сделать, но сейчас это у вас как будто в позиции, чему сейчас не время. Здесь больше каким-то контактом, а не размышлением, и не обосабливать себя как будто от мира, от отношений, от продвижения какого-то, от ваших личных амбиций, от возможности, может быть, заработка, да, взаимодействие здесь может пройти так же и как с коллегами, руководителями, ну, не уходить в какую-то глухую несознанку, будем говорить так, и думать, что ну все, от меня все отказались, или я не нашел или не нашла со всеми взаимопонимания. Иногда, знаете, наши эмоции берут верх, и нам кажется, что весь мир настроен против нас. И вот эти карты как раз говорят о том, что вот так думать не нужно. Тут больше искать какой-то контакт. И что нам помогает? Контакты. На четверке, извините, по колесу фортуны 4 людей как раз собрались для того, они хотят знать, как поступить или как дальше будут складываться события. Ни один из них не знает. Поэтому они собираются за спиритическим столом в надежде, что кто-то скажет важную мысль или какую-то новость, или что-то произнесет, какую-либо фразу, а для меня это будет как ключ, вот именно ключ, тут дверей же нет, вот тот ключ, когда я буду знать, как делать, как действовать, как поступить. Поэтому, ну, все же мы говорим про старший аркан, и когда старшие арканы выпадают, это какие-то возможности. Это пространство, Вселенная пытается словно и изменить, скорректировать какую-то вашу ситуацию. Важно быть в курсе событий, от чего-то не отказаться, вовремя отреагировать на что-либо, как на предложение. Может быть, возможность примириться, может быть, возможность совершить вот этот важный глубокий разговор или какое-то предложение, может быть, по части ваших заработков, амбиций или еще каких-то возможностей. Правда, тут некогда как будто уходить в тень, в принципе. Давайте мы посмотрим, что же скрыто. Вам нужно, правда, как будто решить какую-то ситуацию. По четверке пентаклей нам здесь показывают, вообще четверка пентаклей – это карта якоря, надежности, когда у нас все под контролем. Вот у вас должно быть все под контролем. А тут контроль как будто ослаб. Вам нужно на что-то решиться, но как будто нет возможности. Или есть либо избыток, либо недостаток. Но вот определенным образом вы действовать не можете. Вам нужно
словно переломить ситуацию. Как будто нужно принять решение, правда, или с чем-то определиться. Как зайти вот в эту маленькую дверь вот этой девушке, которая у нас показана на карте. Ей непременно словно нужно попасть за забор. И понятно, что в эту малюсенькую дверь она не пройдет. И стало быть, сколько ты не думай, как мне туда попасть, выход, он совершенно другой и очевиден. Перемахнуть забор. Вот какой-то квантовый скачок, вот какой-то переворот. Альтернативный вариант развития событий с учетом колеса фортуны. Это вы можете как искать выход из создавшейся ситуации и сделать, как будто нужно все совершенно по-другому. Может быть, не так, как вы действовали прежде, мои дорогие овны. Но у вас все под контролем. Это правда. Сказать, что вам кто-то нарочито тут мешает, нет, никто ничего не скрывает. Тут словно вы сами себе помешали в какой-то момент. Ну, по крайней мере, я надеюсь, не для всех, может, это проиграется, но как будто так. Вот я и сижу сейчас, жду, и в воспоминаниях каких-то как будто пребываю, как было хорошо, или можно бы было сделать вот так или иначе. Мы все быстры задним умом. Не и вы единственные, мои дорогие овны. Так вот, знаете, если правда вы проанализировали и видите, что какой-то человек для вас важен, или работа для вас важна, какая-то еще ситуация для вас важна, но где-то там, ну, не в тональность вы сказали фразу, или в каком-то случае, может быть, были так вот чересчур откровенные или жесткие, значит, еще все можно переиграть. У вас есть возможность что-то сделать именно так или в том русле, как хотите этого вы. Но закрываться нам не следует. Нам придется делать первый шаг. Дела, работа, бизнес. Да, и вот, наверное, тогда вы откроете эту самую дверь сами. Тут как раз возможности на пороге, понимаете, чего-то не упустить. От вашей инициативы будет зависеть, примете вы то или иное предложение, будет ли ситуация развиваться так, как вы захотите. Или попробуйте вы себя в каком-то конкретном деле. Но это возможности. Подарок как будто. Тут хорошие события у вас на пороге, которые нужно встречать и принимать, мои дорогие овны, а не уходить от какой-то реальности. Или, знаете, пребывать в ошибочных суждениях. Правда. Все-таки Венера в Скорпионе. Я не случайно говорю о том, что мы можем совершить важные разговоры, чтобы в чем-то важном, опять же, таком, знаете, фундаментально важном определиться. И это для вас и будет означать как последующий ваш прогресс, так и новые возможности, новые амбиции. Для кого-то подарки, для кого-то увеличение, улучшение финансовой ситуации. Вот правда, не должно быть конфронтации, правда. Ну, вот ваша карта даже вам выпадает на финансы. Посмотрите, император, все должно быть под контролем. У императора, точнее перед ним, весь земной шар. И двери, прям врата красивые, богатые, они открыты. Поэтому все контролировать. Император знает, что обстоятельства все время меняются вокруг. Император знает, что много людей и очень много мнений. Но он также знает, что есть какой-то его глобальный план. То, что для него как цель, намерение. И это должно быть осуществимо. Поэтому император всегда готов подкорректировать какие-то мелкие планы, с кем-то провести нужные разговоры. Самое главное, цель и намерение. Она должна сбыться. Он должен получить то желаемое, что он себе планировал. Защитить, если нужно, свои собственные позиции. Это тоже не должно быть нарушено каким-то образом. И если вам выпадает на финансы, тут как есть возможность изменить статус, ведь это статусная карта, сделать что-то по-своему. В каком плане? Если у вас бизнес, если ваше творчество, какое-то самовыражение, если это согласование каких-либо документов, у кого-то ведь буквально проиграется, смотрите, именно в этой колоде человек как будто несет двери, поэтому могут быть вопросы, связанные с недвижимостью. И тогда по этой позиции, чему сейчас не время, переезжать может быть. Или вот тот проект или тему, которую вы рассматривали как возможный один из вариантов переезда,
ну, как будто не время осуществлять, будет еще лучше, вполне вероятно. Или, может быть, цена как-то подвинется, или еще какие-то обстоятельства, которые вы узнаете. Держать все под контролем. У вас достаточно ресурсное время. Но есть словно ложка дегтя, что я-то думала или думала, что оно пойдет вот так, а оно каким-то другим образом стало развиваться. Ну и вы в этом тоже каким-то образом участвовали. Опять же, не буду повторяться, но это могло касаться даже в разговоре какой-то вашей фразы или, может быть, это и отношения, когда, ну, не договорились. У вас прекрасные перспективы. И поэтому упустить что-то вы, овны, мои дорогие, не должны. Личная жизнь, двойка жезлов. Ну, наверное, у каждого по-своему. Двойка – это всегда, когда мы пытаемся словно на двух стульях усидеть. У кого-то может и проиграться в личной жизни та ситуация любовного треугольника, или когда есть один партнер, и, может быть, с ним отношения только де юре, а де-факто уже нет. А вот де-факто как раз с другим человеком. И вы будете думать, каким образом совершить какой-то важный разговор. У нас как будто же девушка подглядывает. Ей нужно узнать что-то. Вот и вы можете узнавать какую-то информацию разными способами для того, чтобы осуществить тот проект, который вы хотите. Может быть, это где-то и означает, что вам придется все-таки взять на себя решимость и выполнить или разговор, или какой-то свой проект. Не таким образом, как прежде, а как-то по-другому. Есть тот вопрос, который должен для вас как будто быть решен. И с одной стороны, по двойке жезлов я не могу сейчас сказать вот на эту неделю, что вы наверняка расставите все точки над «и». Все-таки нет. Четверка пентаклей, двойка жезлов. Тут еще есть какая-то неопределенность на этой неделе. Но уже как минимум ситуация выровняется с чем-то, чего бы она ни касалась. Пусть это выпало на личную жизнь. И у кого-то, правда, будет касаться личной жизни в плане, если есть вот такие либо треугольники, либо у кого-то из вас это, как в семье, вопрос, связанный с недвижимостью, переездом или с дальнейшими планами вашей семьи или вашей пары. Про тех, кто один или одна, я не могу сказать, что вы один или одна, потому что выпадает двойка жезлов. Может быть, это будет какой-то человек, которого вы уже знали, и вы будете продумывать, а не встретиться ли мне с ним. А может быть, поступило какое-то сообщение, предложение, или вам захочется какую-то историю, кстати, возобновить, потому что вы тоже что-то проанализируете и скажете, что, ну, наверное, где-то и я был неправ или не права. Но точно вот в какую-то такую обособленную ситуацию накануне праздников долгих мне не хочется попадать. И я скорее готов договориться или готова. Вот для тех, кто один или одна, такое может быть на фоне настроения, по крайней мере. А может быть, и эти отношения какие-то прежние были серьезные. И будет где-то сожаление. Сожаление в неожиданностях как раз-таки и может быть о чем-то. Но у каждого ведь по-своему какая-то история сложится. Поэтому я бы сказала, у вас самое главное аркан император. И пусть это только на финансы, но это поскольку старший аркан охватывает как и ваш статус, как ваши планы, как ваш прогресс, как понятные финансы, так и в целом благополучие. От ваших очень правильных каких-то решений, хотя они могут быть, ну, не такими, как прежде вы бы что-то сделали. Тут будет что-то по-другому, и это будет выход из создавшегося положения или ситуации. Значит, это своего рода возможность быть счастливым. Я думаю, вот мой вот этот совет, он скорее даже не для всех подойдет. Но все же не случайно нам выпадает четверка пентаклей. Это карта стабильности и якоря, но в этой колоде 78 дверей она выглядит, когда мы должны сделать что-то кардинально иначе. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.